Так, Оверлорд. Гостевётенько. Да, у меня невидимый профиль. На русском вел его, поэтому не видно. Либо там шрифт черного цвета. Так, что у нас там? У нас там, по-моему, проблема с эльфами. Так. Нет, мне пока не надо. Ладно, пойдем сразу сюда. Темнолесье, слепелые холмы. Темнолесье пойдем. Окей. Ладно. Посмотри. Эй. Мысли. Он, да. Я пожарным, да? Да. Нахуй? Да. Зачем? Мне вот возьмут, что ли, пожариком? Жестко в униформе пожарного буду приходить домой. Может быть, тебе не понравится. Может быть, тебе понравится. Ага. Баленский. Где же? Оккупанты. Так, сначала он успел и холму пойду. Там барашков надо поубивать. Сахарин сота. Просто мед, ага. Просто мед. Блин. Переходи. Ищи. О! Догоняй, убиваем. Да, жизнь повелителя без миллионов, это прям просто не сахар. Ладно. О, я отсюда могу это сделать? Да, могу. Все, мочим.
Привет, Март. Ну, что-то так вот получается. Это даже не я их выбираю, понимаешь? Ну, вообще не списки у меня у роллов есть, но они выпадают от рулетки. Это тупо судьба, чувак. Тупо судьба. Black Set на свече вообще не проиграбелен. Блин. Вообще не понравился, ну короче. Я там только зашел, поприветствовал и ушел. Типа, здорово, всем привет, и все, ушел. 20 FPS, нифига себе. Ну и тупня. Зачем его тогда делали, интересно? Так. Парочка этих ребят. Блин, мне по сути бы еще огненных, ну ладно. Понеслась. За хозяина! За хозяина! За хозяина. Да, господин! Блин, вот не помню по продолжительности, насколько долго длится вот эта вот игра. Блин, ублюдки, не тоните. Как будто утонули меня. Да, господин! Блин, локация не супер хорошая, конечно. Запросто ребят могут утонуть. Угу. А, подожди, вы что, по ветке не идете туда? О, ну это... Так, мне надо сюда, походу. Так, тут надо корня разрубать. Корня разрубать. Еще не стихли шаги усопших. О, они укоряют нас. Рвутся корни, ломаются ветви, листья опадают. Одни страдания вокруг. Природы нечестивый погубитель из другого мира. Да мочите вы его. Оп. Блин. Вы чё так разбрелись-то? Один миньон тут вообще в соло ебашится. Так. Долби его, долби. Все. Отлично. Так, я вот не помню, что была проблема прошлого раза. По-моему, я просто устал, то ли че. Почему-то я до конца этой локации не прошел. Ну, блин, сидел, расслаблялся, пил пиво. Может быть, не было такого настроения играть в Overlord. Кстати, попробовал поиграть в Факторию. Блин, прикольно получается игра. Очень даже интересно. Не знаю. Людям она зайдет, нет, смотреть на это все. Вот мне показалось очень даже, что ну, смотри, блин, в принципе. Ну не знаю, может мне только кажется, что он смотри, блин. Лутайте, говорю. Да ёпти шмопти, давай. Долбаные кобальды, долби их. Так, ой. Ты что? Капотонка. Так. Давайте вооружаться. Вот, ребята, вам броню вообще какую-нибудь, это дохнете очень быстро. Это если подумать. О, шлем. Красота. Это мое.
Блин, за огненными пацанами сходить, что ли? Так, вижу. Вот тут токсики нужны. Блин, токсики бы справились. На ура. О, там еще что-то есть прикольное. Я еще сюда вернусь. Так, я тут ходил, по-моему, бродил. Да, что-то ни к чему не приходил. А? Ну, что же ты говоришь? Что здесь ты говоришь, стади? О, тотем можешь сломать? Нет. Так, вот что-то не понимаю. Ну пойду я туда и... В прошлый раз я тут, по-моему, в какой-то момент я просто потерял всех моих миньонов. Они у меня попередохли в воде. Тупо утонули, по-моему. Капец, тут аккуратно надо ими управлять. Вручную причем. Ну, кажись мне сюда. Вооружайтесь. Ага. Тут тоже есть гнезда. Отлично. За хозяина! Блин, на самом деле можно было бы просто убрать моих чуваков и пойти пешком. Типа. Так. Там что-то есть. Только что это я не вижу. А, она все равно в воде. Не заберем. Не заберем. Мои челики сразу утонут. А, все, вижу токсичных. Так, мы за ними в их логово идем. А, я понял, блин. Они зашли сюда. Да-да-да, я в этих пещерах, по-моему, умер. Так, подожди-ка. А я смогу вот тут как-то... Не касайтесь этих цветов, повелитель. Сначала нужно О, найти фак. прихвостней, которые не боятся Нет яда. его. Только они смогут истребить ядовитую поросль. Блин, зелье, быстро зелье ищите. Зелье для хозяина. Бля, мне пиздец. О, нет, вижу, что-то есть. За хозяина! Хотя бы. Глядивые пещеры. Всё. Ну ты басматоный. Пукнул, да? Этот маленький пукнул. Пукнул. Так. Блин, далеко же вы живете, токсичные ребята? Как же вы далеко живете? Вам, думаю, идти прям.
Пока так спокойно идем. Прикольно. Ничто не предвещает беды, как говорится. Да, блин. Блять, ну они встали там, конечно, классно так. Ёб твою мать. Мне еще жуки замочат. Ой. А как убрать этот, ёб твою мать, тотем? Ой. Намудрил я, конечно. Надо было просто идти вперед. Без всяких вот этих вот стой на позиции и тому прочее. Главное, поставил это классно его. Прям перед цветком. Блюющий цветок. Ну, блин, один единственный чувак остался. Куда ты потопал, блин? А. Господи. Это мое. О, меч, все, хорошо. С одного удара теперь ломает. Так. Понял, ага. Пробежим. Не иди. Ну. О, слава богу. Я уже думал, пипец. Так. Ну чё, давай ты стащи. Охреневший. Ты чё? Так, куда тащим? Посмотри. О, нашел их оба. Давай. Долби. Назад. Почему-то про Потапона вспоминаю. Потапон. Все, наконец. Повелитель, прикажите зеленым поднять свое гнездо. Оно нам потребуется, Все, чтобы буду выживать. отдыхать. Тут на выход. Морки. Блин, а чё не в эту попало? Тормози. Вооружаемся.
Пусть зеленые расчистят для вас дорогу сквозь эти ядовитые травы, повелитель. Так. Долби эту хрень. Ага. Вот. Идем, идем. Они прям ближним боем сражаются, вот эти вот ребят мои, походу. Такие бурые. А, они типа как роги, я понял. Это мое. Повелителя. У них, короче, когти всякие там, даггеры. Это мое. Это вам. Красота. Не, ну найс блок. Ну, вперед! Бегу. Ай, ну вот эти вот ребята застряли, я понимаю. О, все. Наконец-то. Блин, они друг друга блочат, оказывается. Это проблема. А что это за пещера? Непонятно. О, дикий тролль. О, черт. Пора испытать на нем навыки зеленых. Там, пацаны. Регруппаемся. Дикий тролль. Скорее заводите зеленых прихвостней сзади. Воткнут нож. Воткнут. Господин, зеленых неплохо бы промуштровать. Если вы прикажете им охранять какую-то точку, они станут почти невидимыми для врага и обретут небывалое. Неплохо, Ни хрена. если забыть о том, что от них воняет тухлой рыбой. Они еще невидимыми могут быть. И были такие моменты. Блин, я сегодня, кстати, сходил к зубному. Мне, короче, мышьяк воткнули в зуб. У меня там сейчас временная пломба стоит. Ай-ай-ай-ай. Сейчас, подойдите. Ой, блин.
Oh, так, сейчас подойду.
О, блин. Зуб дико болит еще, подождите. О, ой, бля. Да чего ж, сука, неприятно. А? Чего? Это вам, хозяин! Проходит хоть. О, Повелителя! Это вам! За хозяина! благодарите. Гениально, хозяин! Заклятие щита! За хозяина! Ха, звук из Doom. Это вам! Я на позиции!
поможет вам обезопасить себя от назойливых супостатов. Невидимый щит будет отбрасывать врагов. Бля. Короче, я думал то, что мне тут зубы воровать будут, но его по итогу можно вылечить. И там, короче, нервы, ну, кариес там уже нету, там уже все намного похуже. И вся эта хрень Дети богини, добралась до хвалу ей, ибо она есть мать всех народов, до но нервов. эльфов любит крепче всех остальных. Не оставляй нас, мать эльфов. А, скучища. За повелителя. И нервы, сука, чувствительные, пиздец. Лежал вот в кресле стоматолога. И, блядь. Он мне столько раз вколол, блин, обезболивающее, что пиздец. Я хуй знает, сколько он раз он вколол, по-моему. 6 или 8 раз и не помогало. Я все время чувствовал, ну, всегда чувствовал там, как он дует вот этим вот. Хуй знает, как этот аппарат называется. Потом еще тут сверло его ебаное. Его тоже чувствовал. Ну и по итогу он решил, короче, мышьяка ебануть туда. Короче, прям в канал зуба мышьяк положил, чтобы нерв убило. Есть такой небольшой забавный факт по поводу мышьяка. То, что он не должен находиться во рту долго. Ну, в этом зубе. На канале. Иначе идет отравление зуба. Вот. Ну и должен пойти теперь 16 числа вот этот зубному. Ну, врач сказал только то, что вот сегодня поболит и завтра уже болеть не будет. Первое время типа будет болеть, ныть будет. Типа он сказал закупиться на самом деле этим обезболивающим каким-нибудь там, как он называется, я уже забыл. Кетарол, по-моему. Вот кетарол помогает. Я сегодня только одну таблетку скушал, потом лег спать. И все. Последнюю таблетку кетарола скушал и сейчас теперь нет кетарола. Вот охуеваюсь еще. А выходить в аптеку лень.
Такие дела. За хозяина! Они не агрятся еще. Мне бы тут гнезд зарядом. Так. Ладно, нахуй. Красный, зеленый! Блин, как же недолго убивает лучника. Хозяин барин. Как мило. Встречают. Убейте их скорее, владыка. Зеленые! Зеленые! Уре! Красные! Уре! Красные! Уре! Все! Красный! Зеленый! Хозяин барин. Все! Угу.
Ага, понял. Это все мне, хозяин! Господин смерть! О, блядь. Понеслась! Грабеж! Даже после смерти мы будем... Нельзя просто так топить свое войско, повелитель. Вам нужны слуги, что умеют плавать. Или хотя бы медленно тонуть. Синие плавают, как рыбы. Это понеслась! О, новая вещица? Обожаю обновки. За хозяина! Три корня осталось всего. Блядь. О, сука. Вы можете призвать еще прихвостней. Ага. Блин, ну... Вот так вот. Прикольно то, что самый сильный из них впереди типа идет. Командир этого войска типа. Буры. Еще не стихли шаги усопших. О, они укоряют нас. Рвутся корни, ломаются ветви, листья опадают. Одни страдания вокруг. Природы нечестивый погубитель из другого мира. Ага, сокровище! Так, давай-ка вернемся туда, откуда мы пришли. Что-то я там особо не огляделся. Пиздец. Ничего же неприятно, когда болит зуб, пиздец. Так, подожди.
Блин, карты нет. А ты хули отстал от всех, блядь? Нет! Да ёбаный рот, сука! Пятерых проебал. Посылать. За повелителя! Это вам! Блин. Так, тут уже, по-моему, все сделано. У меня огненные погибли. Несколько буров, да, зеленых лучше. Их мне до хера. Токсиков не жалко. Так, пойдем-ка за тем корнем. Бля, водяные нужны. Чё за... Ясно. Возвращаемся. Пять. Добро пожаловать! Властитель Стальной Орды! Тихо. Чем? Мазик намажу на зуб. Так, Человек! подожди. Огнемет! Добро пожаловать в кузницу.
Ни хрена себе. Не, ну мне прям их жалко. Будет у меня их дофига тогда, да. Учитель Мелвина. За хозяина! Вы нас спасли. Я бы не смог еще одну ночь слушать, как мой живот бурчит от голода. Вы величайший из героев. Один против целой армии. Вы величайший из героев. Один против целой армии. Красть зеленые! Уре! Красть зеленые! Уре! Красные! Все! Угу. За хозяина! Понеслась! Больно, наверное!
Отлично. О, новая вещица? Обожаю обновки. Что это? Вы поправили здоровье. Все! Зеленые, красные! Это вам. Я на позиции. Хозяин барин. Это моя позиция. Это моя. Бля, теперь жалею, что не вышел в магазин. За безболящим, сука. Да, блять. Красные, зеленые. Все! Угу. Зеленые, красные. Госпожа, поспешите, они уже близко. Назад! Эти люди не причинят тебе вреда. Брось это. Ладно. Тогда бежим. Скорее в кладовую. Это было что-то ужасное. Если не хочешь, чтобы это ужасное приперлось за нами сюда, закрой дверь. Оставьте красных позади. Хозяин барин. Красные. Уре, Поджигай. зеленые. Приказывай же слугам. Ваши маленькие слуги такие милашки. Все! Меня зовут Роза. Кажется, вы можете за себя постоять. Не хотите мне помочь с кое-чем? Приходилось вам слышать о болезни в небесной обители? Просто кошмар. Я пришла сюда с надеждой, что тут можно спрятать тех, кто не болеет. Пока еще не болеет. Ох. Мне нужно выбраться отсюда, но я не могу бросить свои вещи и позволить бандитам просто так уйти. Можете вы разобраться с бандитами и вернуть мои вещи? О, вам стоит знать, что бандиты водят с собой странное существо. Оно волшебное. Должно быть, оно и помогло им попасть сюда. Так. Это вам. Красота! Красные! Еще типа до нас добраться не могу. Бегу! Да! Да, господин! Молись! Грабеж, да, господин! Все!
Красные! Слушаюсь. Зеленые! Я на позиции. Ублюдок. Зеленые! Так. Дай будет туда. О, отличная позиция. Ух ты, какой хитрый-то, блядь. Ныкался еще. Красные! Зеленые! Зеленые! Красные! Уже взорвались. Угу. Хозяин барин! Я на позиции. А как выбрать заклинание, кстати? Зеленые! Красные! Уре! Нет, не то. Все! Так. Да, прикольно. Выбора нет, что ли? Красные! На позиции. Вырубание снас. Все! Это мое. Отлично, отлично, отлично. Красные! Зеленые! Хозяин барин! Красные! Все! Красные! Уре! Зеленые! Красные! О, привет, Скар. Здравствуй. Все! Это все мне, все мне. Я господин слушаюсь. Ровно 12 блоков. Красные! Наркоманская вебка. Да, есть такое. Он у меня очень артхаусный. Все! Сегодня я что-то немного молчалив, конечно. Красные! Мне, короче, зуб побаливает от этого. Как-то это. Все! Короче, сходил к зубному. Мышьяк ставили.
корень зубов канал. И она там по тихой нервы убивает. И это не очень приятно. Не супер приятно. Это очень даже неприятно. Больно, наверное. Да, очень больно. Я вот сижу и жалею, что не пошел в магазин. В аптеку. За Бандиты не хотят, обезболивающим. чтобы я помогала жертвам болезни. Они хотят сеять повсюду хаос. Если болезнь выберется за пределы небесной обители, мир станет неуправляемым. Мне это не нравится. Ха-ха. За хозяина. Зеленые! Красные! Позиции. Аптека далеко. На самом деле нет. Но она сейчас уже закрыта, она до 7, по-моему, работала. Все! А та, которая работает, но она, в принципе, ну, не так уж далеко так стоит. Ну, через дорогу, что ли, там. Хуй знает. Пиздец. Тупо лень было сходить за аптечкой, так сказать. А ничего. Врач сказал, что поболит и пройдет. А у тебя вот нервы типа подыхают. Будет один такой неприятный у тебя момент, сказал. Этим вечером. А ты не расстраивайся, говорила. Поболит и пройдет. Бля. Так, окей. Нихуя себе. Присутствие этого существа объясняет, как в замок попали бандиты. Скорее поставьте красных на возвышенных, чтобы они атаковали чудовище. Нужно взять его в кольцо. Красные! Хозяин барин. Зеленые! Вот так! Только не давайте красных в обиду. Уре! Теперь нужно отнести вещи этой кошмарной женщине, прежде чем она утопит нас в слезах. Все! Хозяин барин. Красные! Нормально. Быстро справились. Все! Ровно 12. Так. Все! Оторвались. Пойдем, пойдем. Если не хотите, чтобы ваша плоть сгнила и отвалилась от костей, найдите мои вещи. Пожалуйста. Нормально так просит. Быстрее! Утёж! Мои вещи! Вы со своими малютками их нашли. Малютки? Я думала, что вы заурядный любитель подземелий, но в деле вы оказались по-настоящему хороши. Думаю, такому мужчине должна понравиться такая женщина. Идемте же. Такому мужчине такая женщина. А, это она наведет порядок. Это Да-да-да. и есть башня?
Надо бы прибраться. Блин, ремонт сделать к приходу. Добрый день, Нормально. госпожа. Господин, мы нашли частные апартаменты. И я распорядился, чтобы чемоданы госпожи отнесли туда. Неплохо. Если ты собираешься в небесную обитель, выясни, что вызвало эпидемию чумы. Я поднимусь к себе. Не хочу, чтобы лапочки съели мои запасы и мучились животиками. Я пока что разберу вещи, а потом заходи, выпьем чаю, поговорим. Приветствую! Выпьем чай, поговорим. Властитель Стальной Орды! Я на свой трон сесть не могу, что ли? Освободитель прекрасных! Отойди, ёпошмат. Так. Владыка развалин. А, вот и ты. Конечно, я не привыкла к этой обстановке, но мы еще все обустроим. Я тебе все покажу. Смотреть почти не на что, но хорошая уборка исправит положение. Здесь отличная комната. Можно сделать спальню, банкетный зал, а также превосходную камеру пыток. Нормально. О, Прекрасное помещение под сокровищницу. Немного факелов и драгоценности заблестят. У тебя ведь есть драгоценности? ну, чуточку, да. Это центральный нерв твоей цитадели. Я сделала модель башни изо всякого строительного мусора. Я умница, правда? Весьма. О. Вот. О, как раз то, что нужно. Да, неплохо. Шипы. А? А? Дай красный ковер. Вы расточительны, мой господин. Нормально. Ну, пока так, пускай. Красный ковер, заебись. Ну, показывай дальше. Домашнее насилие. Так, ну чё, показывай, ну. Ладно, пойду дальше сам. Классный камин. Оу, май. Это пока пустая комната. Че так на факел смотрит? Ну, блин, ладно, пойдем. Может выйти, зайти, она так будет нормально уже. Может быть, удастся сделать маленького победителя. А черт, пизду, болит, ёбаный рот.
А тут, походу, много комнат может быть. Вах, и где она? Ебать, я урод. Учитель Мелвина. Повелитель стали. Утешитель урчащих внутренностей. Утешительный чаще Спаситель. Сука. Ах. Ах, бля. Слизь, запах разложения, гниющие трупы. Все напоминает мне о доме. Над этими заболоченными землями возвышается город, небесная обитель. А внутри него угнездилась великая ангельская цитадель, словно муха на навозной куче. О, даже поубивать их. Эй, я вижу, как вы пялитесь на овец. Пусть эти уродцы забудут о моих девчатах. Ну прости, твои девчата мои уже. Просто всех убили в мгновение ока. Так, назад, девочки. Сейчас папочка научит. В несчастном случае, да, никто не знает. Может быть. Неплохо. У меня все болит. Я даже не знаю, что лучше, сидеть там с теми или здесь с этими. А, тут же болезнь какая-то. Неплохо. У меня все болит. С этим постоялым двором что-то не так. Водяные нужно. Я даже не знаю, что лучше, сидеть там с теми или здесь с этими. Эй, Громила, иди сюда. Слышал, ты ищешь способ проникнуть в небесную обитель. Да ты чокнутый, если так. Но у меня там семья. Может, именно такие чокнутые нам сейчас больше всего и нужны. Смотри, вон там сточная труба. Я видел, как оттуда выбрались несколько беженцев. Их было мало, да и выглядели они плохо. Очень плохо. Но если тебе нужно в город, то другого пути нет. Если вы хотите перейти водное препятствие, вам нужна помощь синих прихвостней. Они умеют парить над водой. Где-то они тут поблизости должны быть. Ну, здесь водяных нет. Ну и какого черта ты это сделал? Хочешь, чтобы твои мозги сожрали зомби? Ядрить их много. Это все мне! Оу. Суккуб. Татуировка еще есть. Бедные девушки, никто их не понимает. Им просто нужно немного любви и немного смерти, как и всем нам.
О, вон они же. Новая вещица. Обожаю обновки. Ребята. Буры! Вы набрали маны! Все! Красные! Зеленые! Блин. Бегу! Угу. Хозяин барин. Да это. Прекратите. Считай. Видел? Я знал, что синие найдут убежище в какой-нибудь милой сырой дыре. Ступайте, господин, нужно забрать их гнездо. Скорее, за ними! Как видите, повелитель, бойцы из синих никудышные. Но они умеют оживлять других прихвостней. Как видите, синие умеют передвигаться по воде. Вам потребуются их навыки, чтобы достать гнездо. Я на позиции! Вот. Что, не ломают, что ли, яйца? Это гнездо синих. Нужно отнести его в башню, чтобы ребята обрели дом. Так. Все! Уре! Тут.
Вот тут мы немного за красных берем. Примерно хотя бы 3 ставим. Красные, зеленые, Бурые. красные, зеленые. И синий. Эти синие помогут вам отнести свое гнездо обратно в башню. Красные. Убивать. Бурые. Красные. Бурые. Красные. Зеленые. Бурые. Зеленые. Синие. Уже господин. Ломай. Это мое. Понеслась. Все. Синяя жизненная сила, повелитель. Даже не буду говорить, для чего ее использовать. Синяя. Все. Понеслась! Синие устойчивы к магии, владыка. Кроме того, только они могут справиться с магическими созданиями вроде этих сгустков. Да ёб твою мать. Да ёб твою мать, вы двое, сука. Идите туда, ёбаный рот. Охуеть, охуеть. Два придурка, блин. Ну сдохните нахуй тогда, блин, заебали. Хозяин барин. Красные, зеленые, синие. Это мое! Жесть. Все. Этот придурок не утонул еще, что ли, там? Удивлен. Красные, бурые, зеленые, синие. Ну не грибочки ты ломай, ты. Иди давай, тащи дерьмо. Так. А чё? Так они его туда потащили. Бурые. Ага, понял. Хозяин барин. Синие. Спуски пытаются утопить вашу свиту. Скорее используйте синих. Я ведь утопили, да? Твали. Топят. Все.
Угу. Блин, даже в этой игре меньше врагов, чем в Принце Персии, кстати. Блин, вспоминаю, какое там количество врагов было. Я тут со своей армией хожу. И то врагов меньше. Синие! О, дерьмо. Ну, змеюка. Переросток! Раздавите его! Красные! Буры! А оно мне надо? Может, пройдем мимо? Не пройдем, да? Угу. Хозяин барин! Ну, go. Как и у всех ему подобных, его слабое место между ушами. Цельтесь в голову! Прикажите синим спасти тонущих, господин! Синие! Синие! Буры! Все! Зеленые! А, нормально. Как они не успевают друг друга спасать. Хозяин барин! Смотри. Буры! Синие! Да ты хрен вонючий. Синие! Как же я до хера народ потерял. Буры! Синие! А, блядь. Нихуя красавчик спас. Все!
Синие! Yes. Уре! Синие! Хозяин барин. Синие! Уре! Наконец-то Соберите прихвостней и вытащите гнездо оттуда. Мне даже страшно смотреть, как вы ходите по воде. Синие! Блин. О, не хватает. Синих. Все! Ой, блядь. Где он? Мы же не утонем? Не, нормально. Нашел. Блин, сейчас бы еще жучара умереть. Не-не-не-не, так не пойдет, хорошо. Все, все. Так. Отлично. Так, возвращаемся. Синие! Уре! Все! Уре! Все! Угу. Ничего, оружием пользуется? Так, понял. Этих чуваков убивает уже. Хозяин барин. Призрак. А, телефонный призрак рожден. Телефонный призрак рожден. Да.
Ох, ни хрена там жабка. Владыка, эта долина гейзера выглядит очень опасной. Вам придется очень внимательно провести по ней свою свиту. Вареные прихвостни никуда не годятся. Вареные. Окей. А, нормально. Молодчинки. Нам туда не обязательно. Синие! Бурые! Они сюда понесут? Не туда. Молодцы. Синие! Все! Синие! Блин, опять эти фейки. Оу, Бурые! долбите, долбите. Сгори, сгори! Жесть, у нас луту до хера, конечно. Так, стоп, стоп. Красные! Зеленые! Оп, стоять. Хозяин барин! Синие! Так. И одной маны не хватает, черт побери.
Так, ладно. Блин, гнезда же не было, да, рядом? Все! Синие! Все! Красные! Синие! Все! Нормально. Ауч. Открытый сундук. Ничего открытый. Ладно. Так. Хозяин барин. М. На один выстрел, надеюсь, хватит мана? Буре! Так, бурых оставляю здесь. Синие! И не со мной. Черт, нету. Ладно. Посмотрим, что мы сможем сделать. Ну хотя бы толпой замочили, это хорошо. Одного хотя бы смогли убить. Эх вы. Это мое. Угу. Не-не-не-не-не-не. Только не вы, блядь. Игра, не вылетай. Не тормози. Так. Что такое? Блин, главное звуки есть.
Ай, ну чё ты побери. Бля, придется заново, да? Кайф, походу, заново. Так. Добро пожаловать! Пиздец. Есть! Ни одного синего, чё за дерьмо? Где, собственно, логово? Неужели все впереди? Не, хотя сильно сомневаюсь. Так. На месте! Сокровище! Понеслась!
Да, да, да. Она вон стоит. Буры красные. Эти синие помогут вам отнести свое гнездо обратно в башню. Красные! Красота! Синие! Все! Синие! Истини, мать. Блин, серьезно. Хозяин барин. Синие! Да, блять, кто их убивает еще? Да ёбаный мужики, сука. Хозяин барин. Хозяин барин. Синие! Буры красные! Буры! Синие! Скоро барахдют. Эй, барасень. Все!
Да ну нахер. Ёб твою мать. Ладно. Буре! Владыка, эта долина гейзера выглядит очень опасной. Вам придется очень внимательно провести по ней свою свиту. Вареные прихвостни никуда не годятся. На месте! Синие! Хозяин барин. Зеленые, красные! Буре! Щепки! А? На месте! Все! Буре! Господин, Синие! я на позиции. Хозяин барин. Синие! Я на позиции. Все! Синие!
Красные, Что Фейгин? синие. Уре! Все! Тут нахуй. Синие! Угу. Красные! Красные! Все! Синие! Уре! Хозяин барин. Ти безмедний. А. Дюк-дюк. Хаматосный, хаматосный. Коматосный, коматосный. Ох. О, блин, просто долин до. Блин, если что, уже прикончит, это вообще будет смешно. Сука. И вы, конечно же, тащите его туда. Это птички-бух. Они очень глупо выглядят, но готовы укокошить любого, кто приблизится к их драгоценным яйцам. Это. Вот то потом. А, да. А, бассет. Приветствую! Властитель струй! Властитель струй. Держи. Бат-то.
Розчитати мало. Ще читати. А читати. О, ни хрена. О, твою мать. Красные! Синие! Басить. Ну-ка, коверми. Синие! Это вообще без головы. Синие! Космотонкин. Маленькие Красные! басмотонки. Все! Так. Не, подожди, сюда нельзя. Там мертвяков до хера. Тюк. Посмотри, смотрит. Все. Нить. Космотон. Нормально так. Разгоним тут много. Это все мне! Уже бегу! Ты посмотри. Пригодится.
Nie chuta. Nie chuta. Ох ты кошматный, кошматный. Кошматный. Они такие любошки. Нет. Пошу, пошу. Э. О. Синие! Все! Синие! Красные! Зеленые! Так. Хозяин барин. Больно, наверное. Блин, теперь красный нужно. Красные! Зеленые! Синие! Уре! Новая вещица. Обожаю обновки. Все! Ну, блин, эти баранки неофициально напали на меня. Уре! Вы поправили здоровье. Хозяин барин. Это вам.
дождаться повелителя. Все! Буры! Красные! Синие! Все! Все! Привет, док. Синие! Красные! Да, старая игра. Уже бегу. Повеселитесь. Бегу, мистер Борис. Хозяин барин! Синие! Красные! Синие! Красные! Синие! И пышно листать. Красные! Блин, прикольно. Синие! Красные! Синие! Бурые! Красные! Зеленые! Синие! Бурые! Красные! Зеленые! Все! Синие! Лапшичная. Красные! Хозяин барин! Блин, наконец-то. Синие! Красные! Раменная. Вот тебе бы всякие немышки бы залетали просто нон-стоп. Ой, я как Наруто, вы съедете. Ой, я Наруто. Бурые! Тебя вычить. Как я... Как звали этого ублюдка? Не помню уже. Давно смотрел этот Наруто. У этого чувака, вот, который вот рамен продавал. Не, просто... Я думаю, целевая аудитория будет. Точнее, не аудитория, а целевые покупатели, так сказать, которые будут если заходить в раменную. Это прикольно.
Блин, у меня зуб болит. Сегодня ходил к дантисту. Он мне мышь туда вставил. Короче, лечить буду зуб. Но там есть один зуб вообще чернющий. Ну там временная пломба и внутривременная пломба прямо на канале. Там мышьяк нервы убивает. Синие, Этого- зеленые, красные. Он такой стрим. Продальный. Все. Ну, так-то да, дороговато будет, кажется, вообще. Один тут зуб, блядь, пиздец дорогой. Не, вообще, Все. сколько он обойдется? Подожди. Он говорил, будет около 7000 или типа того. Пиздец. Но зато зуб будет у меня. Нормально. Я очень долго ходил с этим прям больным зубом. Пиздец, долго. А в конце будет 9. Надеюсь, нет. Не, ну я так-то вообще планирую там чуть ли не все зубы лечить, так что в конечном итоге один хер, да, скорее всего будет около 9 или 10 вообще со всеми зубами. Но в остальных зубах там типа, ну, один с кариесом, остальные такие типа нормальные более-менее. Там типа просто пломбу вставлять. Я вообще думал то, что он мне удалит до хера зубов, вот считая этот, который сейчас у меня болит. И типа, ну, пиздец, короче, без зубов останусь. А нет, нормально. Только один зуб на удаление. Да я, блин, все время в работе был, когда вот. Я мог эти зубы лечить бесплатно. Вообще. На работе, нахуй. Отпустят с работы. Ублюдки ебаные. Красные, зеленые, синие, бурые. Так и ходил, блядь. С больным зубом на работе. Бурые, хозяин, барин. Жопа. Красные. Вот так, да, прикольно. Да, да. Красные. Все. Послушай, дружище, лагерь переполнен. Мы больше не можем принимать людей. Да и для твоих маленьких друзей места нет. Ты уж извини. Мне плохо. У меня все болит. Лагерный. С этим постоялым двором что-то не так. Так, пошли туда. По каналам пойдем. Вот прям думаю, что зашибись у меня все будет. Просто как зубы Они будут. мертвы. За правду? Такие уже не встанут и не начнут слоняться по окрестностям. Тут не разгуляешься. Ну не, ну зубами времени нет, конечно. Вообще нельзя. Это я, блин. Затупан. С этим по времени. Вот сижу, страдаю, бля. Один зуб. Блин, у меня до хера зубов уже вырванных есть. Но много вырванных зубов. Погоди-ка. Хозяин, барин. Синие. Красавчики спасли.
Все! Откололась, балбаливает от горячего и сладкого. Бля, ну это хуйня. Хозяин барин! Не, ну тут действительно надо ходить уже. Потом Все! пиздец будет. Мне вот порой кажется, что некоторые мои зубы, которые я удалил, их тоже можно было вылечить, типа. Просто врачи, блин, которые тогда меня лечили, им типа было настолько поебать, что они только слушали. Нахуй удалил, короче. Я вот помню, блин, вот в ведомственной поликлинике, там тамошние, блядь, врачи просто смотрели такие: ну вот это у тебя вот 4 зуба на удаление, нахуй. Ну, какие-то вообще мне не нравится. Вообще. Хозяин барин! Надо удалять, надо удалять. Вот так и говорили, пиздец, нахуй. А я тут в платной поликлинике мне вот все посмотрели нормально, типа. Чё, лечить будем нормально, все хорошо. Лечение пойдет, конечно, немного дорого, но, блядь, хоть зубы целые будут точно. Для коммерческого, ну это да, но тем не менее. Пиздец, да? Ведомственному врачу на тебя посрать, а коммерческому Все! нужны твои бабки. Такие, блин, дела. Гоу, мать вашу. Дети. Ты, кстати, новую серию Южного парка смотришь? Ну, что-то вот, вдруг, не знаю почему, вспомнил про мексиканского Джокера. У них там такая тема есть про мексиканского Джокера. Забавная серия. Пошли. Черт. Не был огненных пацанов. А, и первый сезон пацанов, кстати, посмотрел. Прям чувствуется, что как-то там у них сбавляется потихо. Да и второй сезон хоть пососный тоже будет ходить. А так, конечно, идея концепта, кстати, прикольная. Полбата? Пацаны. Вот прям чувствуется, что они могли сделать все намного короче. Пацана. А что за стоматология? Блин, как она называлась? Она, в принципе, неплохая. Правда, это вот мои пиздюки мелкие. Как она называлась-то? Адантис, что ли? На Юнского 24. А, Евростом плюс. Евростом плюс. Адантис, я-то вот туда вот звонил. Адантисы, бля, пиздец дорого берут, нахуй. Там его не... Я у них спросил, там туда-сюда, они такие, ну... Типа... Сразу такую цену залепили. Ну, 6 тысяч, короче, лечение зуба, а потом, может, еще дороже будет, короче. Ну, типа, обычное лечение. Ну, Евростом тоже не дешево, это да, но... Я вот что-то прямо рейтинг их посмотрел, такой, типа, блин, да. Одни только положительные отзывы. Типа, отношения хорошие, там и прочее. Ну, там действительно, да, хорошие отношения у них.
Есть дешевле. Блин, вот знал бы где дешевле. Выходит, священники тоже не убереглись. Кажется, это не мои братья, повелитель. Их храм находится в небесной обители. Ха. Комнат. Интересно. Синие! Бурые! Богатство! Синие! Да. Так, мои мелкие. А, во. Так. Хорошо, вот теперь в чем вопрос? Как мне отсюда вытащить моих фулгинов, пацанов? Блин, жалко синие. Очень слабые. Все! Фая! Ебать их. Я отъеду, блин. Где-то охуевшие, вот Хозяин барин. говорим. Темного повелителя, не слушайтесь, уёбки. Все! Но... Они что, какие-то бомбардевшие? В чем дело? Так, Все! Бурые! я бы хотя бы, Красные! ну, тупо парочку красных дотащить какую-то. Так, если у меня... Блин, они по такой воде не пройдут, да? Так, подожди. Уже бегу! Красные! Хозяин барин. А чё он жизни не восстанавливает, кажется? Да, не Все! восстанавливает. Я вот разве что могу сделать Красные! это... Синие! Так, кого у меня дохуя? Сейчас синих. Подожди, Все! синих немного скину. Красных тоже. Бурые! Все! Короче, мне, видимо, надо как-то от воды избавиться. Я не знаю как. Все! Так, вы зеленые, видите, топтики мои. Сморки. Так, принесем в жертву немного сморки.
Да. Ради моей жизни отдали свои жизни. Мои токсики. Зеленые! Синие! Очаровательный день. И мама. Синие! Да. Бедный пацан. Да ебашьте вы его, блин, мои мелкие. Хозяин барин! Да. Как бы это грустно ни было. Ну это прям, знаешь, типа интерпретация такая. Это такой постмодерн, так сказать. Я, короче, представляю собой власть. Зеленые! Синие! А они мои, короче, эти призывники. И они идут вот воевать за меня. И я отдаю их в алтарь власти. В алтарь жертвоприношения власти. Они вот воюют вот за меня там. И прочее. Вот такая вот хрень. Это очень глубокая игра. Воюют за меня вот призывники мои бедные. О. А, блять, вот здесь вот огненная есть. И чуть было не поджег моих бедных пацанов. Они у меня и так многое вытерпели. Хозяин барин! Синие! Так, ладно. Парочку синих туда. Да, тоже немного. Синие! Уже Красные! принес. Так, вот и мои бурые пацаны. Угу. Синие! Красные! Уре! Синие! Все! Все! Я Синие! не понял. Красные! Зеленые! Уре! А, только один ушел, что ли? Придется дать побольше. А, нет, не могу. Синие! Красные! Черт, ну ладно. Стреляйте. Тени, кстати, вообще не бойцы. Они тупо на оживление идут. Уре! Они тупо саппорты. Это такая у них роль. Синие! Зеленые! Зеленые! Синие! Зеленые! Красные! Поэтому у них такой урон послался. Красные! Синие! Зеленые! Красные! Уже не свою! Фига, там какие-то крутые. Так, ладно, подождите. Все! Где? Челун луды. Хозяин барин! Синие! Все!
За повелителя! Палочку понес. Блин, 3 палки не хватает. Мне казалось меньше. Синие, красные. Ебать. Синие. Бурые, синие, зеленые. Синие. Красные. Угу. Хозяин барин. Так, тупо Красные. Так. Да, Синие. не сюда. За колонной будете стоять. Ага. Справились, пацаны. Все. Синие, зеленые, красные. Так, а вы работаете вот здесь. Это все мне! Базируйтесь здесь. Красные. Понеслась! Сука, как болит, блядь. Короче, если тебя спросят, хочешь ли ты, чтобы тебе мышьяк всунули, короче, в этот в зуб, Все. не знаю. Но если они скажут, то, что нерв уже не спасти, его придется удалять одним хером, типа его убивать надо все равно, то, наверное, мышьяком придется попользоваться, согласиться на мышьяк. Убивали. Ебать, пиздец, больно. Там мне на канале, в канале прямо мышьяк. Синие, красные. Вообще не кайф. Ну нахуй. Синие. Бурые, красные. Синие. Ну иди, спаси друзей, блядь. Блядь, где не стал? Я подумал, лучше бы удалил. Красные. Да уж. Блять, это ебаная птица Додо. Вы меня утоните еще, ага. Синие. Ладно, заборите его там. Надеюсь, справитесь. Для них эта птица тупо как дракон.
Он плюс для них опасен. За хозяина! Молодцы. Потом внукам своим будет рассказывать. Да я птицу тогда убил, у нас было 7. Так, Красные! птицу додумал. Так, Синие! Красные! так, бурый здесь, синий за мной. Долбить стену, долби. Синий это, как по мне, студенты, которые на медицинском учатся. Вы такие, пацаны. Тупо медики. Ну, буру это тупо такие пацаны, которые любят драться. Гопники там какие-нибудь. Там спортики, короче. А, красные. Ну, не знаю, как их вообще это. Дождь, не знаю. Ну, зеленые это токсики, а красные это кто? А, неважно. Убираемся. Go. Хозяин барин! Теперь вы понимаете, почему их называют немыми братьями? Впрочем, когда у тебя рот Так. зашит, на свое прозвище даже не Там надо пожалуешься. потише, типа аккуратно проходить. Кто мне старался сказать, типа быть осторожным. Красные! Он бы отлично в крокодила играл, кстати. Не мои братья. Ну, наверное, они только этим занимаются. Играют в крокодила. Не мы, братья. Вы идете не в ту сторону. Город заражен. Священники закрылись в своем храме. А сэр Уильям из конца веселится и гуляет с братьей из Красной Зари. Он и крысиные какашки за нашей жизни не даст. Потому мы уходим. Лучше идемте с нами, если не хотите кормить их своими мозгами. Понял. Какой-то опять герой. Синие! Красные! Блин, а если так подумать, то тут вот концепция пацанов очень даже работает в этой игре. Синие! Мы прям реально как пацаны. Мочим этих героев. И какие-то свои цели преследуем. Не всегда благородные. Понял. Красные! Уже веселились! Все! На месте!
Цитата специализации. Понеслась! Да. Я на позитиве! Слушаюсь! Ох, так, 12. Синие, Так, зеленые, красные. красный. Ага, все, хватит, нормально. Синие. На месте! Бегу! Уже бегу! Да ну нахуй. Блин, мы в жопе. Ну, это вообще не весело сейчас будет. Так, отходим, пацаны. Подожди, подожди. Да отходим, я сказал, вы чё, ёбнутые? Ну крути уж теперь, крути, дурак. Чё делать, блин? Ладно, ходите, соберите силы свои. Жизненные. Ну ты тут чё, кувшины-то ломаешь, вообще алё, что ли? Ну и дундуки, конечно. Так. Бля, этот придурок продолжает ломать эти бочки. Ладно, ладно, так. Блять. Ебучий змей. Мне еще главное самому не спуститься туда. Хитро драться не хочет, да. Показывает, типа, какую-то работу просто. Я сундуки ломаю, хозяин. Сундуки. Ну крутите эту хуйню, куда вы побежали, в уроду, ёбаный. Ну чё, блядь? Вот, давай, крути, 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 мразь, крути, ну. Ах ты тупой же ублюдок. Какой же ты тупой ублюдок. Капец, сколько я тут сейчас этих миньонов потеряю, я вообще не знаю. Так, подожди. Синие. Давай, крути, пожалуйста. Ну куда вы пошли, сука, ненавижу вас. Блядь. Подожди, давай так сделаем. Вот так вот их приманим. Вот, потом бежим сюда. Крути, 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 крути. Назад. Теперь в эту сторону. Мани, 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 мани. Теперь. Крути, 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 крути. Ходим. Нормально. Ну что, кого-то схавал? Блять, одного схавал. Ну вот чё, ну... Вообще конченые, что ли? Тормоза. Да, блять, вы чё такие тупые, серьезно? Вы хотите с ним еще драться, что ли? Вы хотите его убить еще? Чип. Конченые. Окей. Правда, минус несколько. Нет, минус один. А, двое. Нет, даже трое. Вас понял. Так.
Пиздец жестко убивает, но... Ну что вы делаете? Так, а на той стороне что? Ну ладно, подожди-ка. Я думаю, докрутим до конца. Сколько их он забрал? Двоих. Ёбаный. В один укус забирает двоих. Это жестко. Накрутите, ёб вашу мать. Ну, бля, вот какие же высокозатупаны. Ну, Гнин там продолжает убивать жестко. Если бы тут было бы ветеранство какое-то, то они вообще там супера. Ветеранку получили бы эти полные пацаны. Все, уплыл. Блин, по итогу сколько? Ну точно 20 там челиков потеряли в бою. Ну, какой-то бой, в попытке просто открыть дверь. Да. Сейчас отзовем красных. А то они там просто стоят. Я чувствую, что мы сюда уже особо возвращаться не будем. Да, вот. Да нет, бура мне не нужно. Да, один красный, кстати, там где-то в данжах тусуется. Ага. Ну теперь мы, в принципе, какой-то бой сможем дать, если со мной буру еще будет. Угу. Блин, там золото до хера. Надо брать. Красные! Красные! Синие! Пятерых синих ставим, остальных на бурах. Блин. Надеюсь, много буров я не потеряю. Уре! Хозяин Так, барин! 12 буров. Так, стоим здесь. Все! Так, понял. Какой-то хуйни из жизни. Ну несите их, блин, ну.
Спасатели, go. Короче, синих сюда, наверное, поставлю. Красные, синие, зеленые, бурые. Уже бегу. Парочку отсюда еще вытащу. Синие. Синие. Давай. Бурые. Да ты Синие. что ты делаешь? Да. Бурые. Вот как мухи, конечно, это да. Блядь. Синие. Блядь. Ебать, он в пасть-то схватился. Сколько синих? Ебать. Бурые. Вырвались. Бегу. Отважный бурый парень. Мы тебя не забудем. Оп. На, тварь, на, тварь. На, все, красавчики. Все. Тупо мои пацаны. Красавчики. Так. Синие. Бурые. Пока что буров домой. Так, с Синие. синими будем таскать мешки. Мешков аж 3. 5 человек. А что он делает с яйцом, интересно? Ну че, его заминировал? В смысле как? Не знаю, что он сделал, но яйцо поломалось. Так. Вперед. Так, красавчики. Тащим. Так, стоим. Золото маки. Да. Блядь, тут зеленые были, что ли? Блин, зеленые бы вообще хорошо справились бы с этим змеем. Они ж типа как роги. Жестко прыгают на них. На больших этих монстров. На спину и там дрочат их вот. Так, короче. Слишком много синих надо. Бурых и зеленых. Я на позиции.
Все! Больно, наверное. Блин, случайно пнул, конечно. Своих ребят еще пинаю. Хозяин барин. По жести. Так. А. Ну давай, вытаскивай. Всё, го. Драться. Что вы тормозите? Что вы делаете, нахуй? Ебашьте их. Да не золото тащите, вы чё? Жадные вы. Так, вот с этой стороны зайдем. Да хорош манекен. Это, блин. Вот таскать. Короче, просто сам сюда забегаю и подставляю вот это вот. Мочить их. Все! Красные! Все! Ага, ну-ка. С новым заклятием власти, господин! Суматоха вносит элемент неожиданности. Враги будут кидаться не только на наших, но и друг на друга. Или решат взять срочный ход. Это все мне! Ну вот прикол в чем. Я не знаю, как пользоваться заклинаниями. У меня до хера всяких разных заклинаний, но не только Fireball. А как пользоваться остальными, я вообще не знаю, как переключаться, тоже без понятия. Все! Хз. Так, стоп. Блин, жалко, у меня над собой нету. Торженец! Охуеть, ты напал? Ты Нашел больно. собеседник, да? Сэру Уильяму больше нет дела до своего города. Вы видели цитадель? Ее стерегут крылатые демоны. Я не знаю, что происходит. О, новая вещица? Обожаю обновки. Так, Сэр Уильям забыл о рыцарском кодексе чести. Думаю, это все священники виноваты. Вы видели цитадель? Ее стерегут крылатые демоны. один человек медленно так крутит. Вы видели цитадель? Ее стерегут крылатые демоны. Спасибо вам, милорд.
милорд. Когда сэр Уильям вернулся из последнего похода, город стал погружаться в хаос. Повсюду зомби, а то и демоны. Дошло до того, что сэру Уильяму даже пришлось отменить свадьбу. Какая-нибудь молодая вертихвостка, пышногрудая и пустоголовая. Не могли бы вы нам помочь, милорд? Я должен оставаться здесь. Буду делать все, что смогу. Многие так напуганы, что решили остаться. Хм. Это так на нее похоже. То есть я хотела сказать, на людей ее типа, господин. Молодые Она девы еще вообще её не знает. понимают, во что ввязываются. На позиции. От этого нет лекарства! Нет лекарства! Бурые, красные, зеленые, синие, красные, бурые. Итак, огненный луч, старший брат шаровой молнии. Пальните в поленницу, получите положительный вагон угля. Ну, давай попробуем. Может быть, где-то в башне есть эта хрень. Властитель! Властитель струи. А здесь вы можете отработать боевые приемы, если есть желание. В башне томятся все побежденные враги. Вы сможете убить их снова в свободное время. О, вот что-то появилось. Приветствую! А тут что? Зеленые! Красные! Зеленые! Хм. Бурые! Самые крепкие прихвостни. Они рвутся в любую битву. Если Блин. вяжутся в драку, их не остановишь. Бурые такие рьяные вояки, что оружием им служит все, что под руку попадется. Спасибо. F нахуй. Ага, ладно. Бурые! Блин, да чего ж неудобное управление. Приветствую! Властитель струй!
Был бы какой-нибудь там, типа, не знаю, зажимаешь на Q или E, там, не знаю. И можно было бы просто это выбрать на колесе заклинаний, типа. Нет предела совершенству. Нет предела совершенству. Мило. Одобряю. Одобряю. Не забудьте про интерьер. Конечно, конечно. Нет предела совершенству. Башня Саурона, да, У тебя похоже. прекрасный вкус. Четко. Как прихвостник. Да. Вообще улучшил жестко. Остается мне еще свою броню как-то улучшить. А то она... Это бомжатская. Властитель Стальной Орды! Весь рваный. А ты не... Блин, не туда пошел. Приветствую! Вперед, пацаны. Полезно поработать молотом, хозяин. Отвлечетесь от дурных мыслей. Бедняги. Это оружейное. Здесь хранится все ваше оружие и доспехи. Властитель Струй! Красные! Я на позиции! Хозяин барин. Красные! Все! Блин, крутое заклинание.
Хозяин барин. Да хер ли вы там стали, ублюдки? Гаси, гаси давай. Красные. Угу. А ты сам-то бывал под городом? Видел кузницу? Есть она там на самом деле? Ерунда это все, бабские сплетни. Нет никакой волшебной кузницы. Волшебная кузница? И его еще называют паладином. Я не знаю, что происходит в городе. На самом деле не знаю. Красные. Блин, так. Вот это попробуем. Ну, что-то какие-то гиперактивные стали, что ли? Красные. Все. Вот город 2, ебать. Красные. Зеленая морда урона или что? Хозяин барин. Круто. Тут они какие-то гиперактивные реально стали. Так. Затаривайтесь, затаривайтесь. Сапог замедляет врагов. Хорошо. Эй, вы чё? Все. Так, вот тут. А, привет, Митсфайр. Здорово. Так. Ну? Чё они такие бунтари у меня? Вообще ничего не хотят делать, собаки. Нажимаю на это. Да вот. Не другое делать. Кстати, урон ключа, походу, вообще жестко стал. Что-то есть. Прям немного... Да, немного есть, немного.
сильно, конечно, но немного. Человечек это типа путаница, враги атакуют все подряд. Окей. Да. Что, вам серьезно офигенное оружие, что ли? Никто не хочет поднимать нож. О, так. Путаница, да? Так, хорошо. Красные! Бурые! Зеленые! Бурые! Бурые! Все! Красные! Зеленые! Зеленые! Красные! Бурые! Зеленые! Парочку зеленых. Запрещу. Окей. Что, докрутили? Все! Чем мы получили? Не знаю, что они активировали, но что-то активировали. А, во, открыли ворота, все понял. Так, идем. Ну-ка. Чьи-то провод. И всех успели спасти. Все! Ого. Хозяин барин. У них там прям культ какой-то. Так. Красные, зеленые, зеленые, зеленые. Синие, бурые, красные, зеленые. Угу. Красные, красные, зеленые, синие.
Вас понял. Кажется, тот зомби, что в центре, накушался полководческих мозгов и теперь командует остальными. Красные, синие, красные, зеленые. Все. Да блин, вы что делаете? Что ты ебашьте? Да, давай поближе. Подходим ближе. А, он еще фаерболами кидается в муди. Ха, они его убили, что ли? Блин, оказался каким-то крутым чуваком. А я только на минутку отошел, а его уже убили. Секунду даже отошел. Но на этих ребят путаница особо не помогала. Такой себе. Вот лучше бы урон дал пацанам, тогда вообще быстрее было. Да. Какие-то жертвоприношения были. Даже. Понеслась. Красные. Да, еще мог щит на себя поставить, кстати. Хороший тоже вариант. Красные. Хозяин барин. Думаю, новые красивые доспехи вам понравятся, господин. Поэтому нужно найти украденную у нас плавильню. Да, я вот насчет доспехов только недавно говорил. Это необходимо мне. О, понял, там сейчас огненный мудак. О, как такое пропустил? Как я и подозревал, повелитель, это плавильня мощи. Нужно скорее ее вернуть в башню. Зет! Так. Красные! Зеленые! Красные! Все! Новая вещица? Обожаю обновки. Молодцы, тащим. А.
получили плавильню, повелитель. Плавильня мощи, господин. В ней куется очень прочный металл. Он защитит свиту от гибели. Зайдите в кузницу, посмотрите. Ага. Чертежи. Второй уровень кузницы, прям видно, что тут еще третий будет, походу. Прочней. Прочней. Так. Так, исцеление, это, конечно, супер. Добро пожаловать в кузницу. Пока так, пускай. Нырком еще прыгает. Ну, это уже он на нем, на мне уже. По-моему, Это да. оружейная. Здесь хранится все ваше оружие и доспехи. Гиблет, подъем! Пора ковать. Ладно. Что насчет шлема? Ну, немного не хватает. Ладно. Вернемся. Или уже сохранено? Приветствую! Ай, блин, короче. Что-то вообще сил нет. Завтра продолжим. Блин, что-то вообще долго проходит эта игра. Зараза. Блин, еще зубы я лечу, из-за этого не особо весело мне сегодня было. Но завтра будет лучше, уверен. Извините, что как-то вело было сегодня, но ничего. Завтра, я думаю, реабилитируюсь. Там еще вторая часть. Не, ну ты что, мы не ролили, типа, марафон, блин, Оверлорда, ты что? Ну хотя, ну, по первой части я могу... Я вот думал еще, чтобы пройти Rising of Hell, дополнение DLC, от к Оверлорду первой части. Она там какая-то более дополненная, тогда будет история. Типа, ну, как-то по кайфу будет. Так, погоди, что с музыкой? Странно, почему-то глобальные кнопки не работают на импе. Нет, работает. Я не понял, все понял, все хорошо. Так, вот, короче, напоминаю, ребята, что вы можете добавить игры свои в ролл-лист. Да. Это может быть, ну, совершенно любая игра. Только не I wanna be a Bosch и что-нибудь такое, ну, только не душные игры, чтобы, блин, нам всем было хорошо. Вот что-то вот ваше вот любимое. Вот. А те, кто уже добавили, вот просто ждут, пока игра выпадет на ролл-листе. Так, почему поднял еще? Вот. Поэтому так вот. Хочу вот. Ну, раз уж есть так. Вот смотрите. Ролл-лист вот здесь вот прямо. Видно же, да? Да, видно. Вот тут вот снизу. Вот просто кликаем сюда. И открывается у нас листок.
Вот. Вот они вот игры, которые у нас на ролл-листе. Можете свои добавить. Так. Да, Скар настоящий друг человека. Уровень 39. Ах. Что еще? Можете захостить канал, кстати, одним кликом. Есть монетный двор. В монетном дворе у нас, кстати, имеются такие разные вещи, которые вы можете приобрести. Типа вот шляпа. То самое популярное. Я думал, не идет, оказывается, работает. Ну, вот эти вот так-то, ну, имеет смысл, да, купить. Но вы также можете, в принципе, на этом самом дождаться. Еще есть рандом реквест КТ в мешке. Я вот его кручу, знаете как? Сейчас покажу. Блин, где-то он у меня был. Так. Так, Steam Game Gauntlet. Вот колесо. Так, СГГ Wheel. Блин, какой эг? СГГ говорю. Это же он? Да, это он. Вот, здесь вот мы, короче, ролим игры из моей Steam библиотеки. Это вот КТ в мешке, если вы берете. Но тут, короче, это сделать просто. Просто я захожу в настройки. Вот, например. Да, это из моей Steam библиотеки. Ёпаш мать. Крутани для теста. Ща. Покажу. Так. Ага. Так. Да, все видно. Так, теперь категории, жанры, озвучки, сложность. Свое колесо. Выберите. Рикошет по чего? Так, используй список игр только из вашей библиотеки Steam. Да, вот это вот нажимаем. Количество игр, допустим, делаем 16. Продолжительность вращения 20. Скорость вращения, скажем, очень быстро. Оценка не важна. Время прохождения, допустим, не важно. Вот. Только, допустим, да хотя тоже не важно. Вот. Игры, которые у меня есть, по-моему. Нет? Как только крутану, это будет видно, какие игры, короче. Подожди.
А где музон? Включи музыку во время ролла. Ну. Нет музыки. А, нет, вот есть. Да, у них немного что-то баговано. Air Mech Strike. Вот, к примеру, так это делается. Но вот эта вот игра, она, по-моему... Блин, она, по-моему, это... Онлайновая была, что ли? Для одного игрока. А, что-то есть, оказывается. Это фри-то-плей игра. Ну, в плане такая неплохая. О, немного так играл. Вот, короче, такая хрень. Это вот кот в мешке. А, так это же игры для Стима. А где игры по заявкам? Игры по заявкам у меня на другом роле. Это вот ролл для Стима отдельная. Это. А для... Вот. Вот он вот, по заявкам. Вот здесь вот. Как мы обычно крутим. Ну, допустим, как мы это будем делать, да? Чисто ради примера. Допустим, кто-то сделает крейгазмный реквест. Допустим, их будет двое. Кто-то одну свою игру, кто-то другую. И мы просто возьмем две игры и заролим их. То есть там 50 на 50 все будет. По вот этому вот роллу, вот, который вот здесь. Будем так делать. А сейчас же мы идем просто по такому вот добротному нашему ролл-листу. Вот поэтому. Тупо на рандомыч. Так. Ну-ка. Ну, что-то вот любопытно стало посмотреть на челиков. Так, список подписчиков. Бельфигор. Самый старый Бельфигор. Блин, где эти люди? Тамалкер, Димасик. Босный. Где же эти люди? Где они? Дэдпи 47. Давно это было. Код. Опросим. Ты помнишь, кто какую игру заказал? Да, кстати, следовало бы писать об этом, кто какую, но... Так, Вора, по-моему... Скар, Октодеда, по-моему... Етрок. Но Поп Warrior Фин, я помню, это Осман сделал, потому что он единственный человек. Подпиши сразу. Единственный человек, который этот... из Турции был. Зашел. Так. Давай точно запишем. Dark Messiah я еще не записал. Ебушь мать. Это я сам написал, если что. Так. Угу. Так. Сразу свои отмечу. Вот так вот. Так вот. Проект ИГ. О, проект ИГ это кто-то делал, я не помню кто. Так, принцип версии 2008 это тоже мой. Не видно список. Вот как я редактирую, разве не видно? Да. Понял. Так.
Far Cry это был фарт. Не помню как. Ага, я понял. Ну блин, вот знаете, как ты жирно, блядь, фарт. Нахуй тогда Far Cry 4 уберу. Это жирновато вообще, серьезно. Смотрю, аж как-то не очень хорошо. Так. Братан, преступная жизнь, по-моему, микс заказывал, нет? По-моему, микс заказывал. X-Fire. Точно не помню, но, по-моему, да. Да. Так, Гарри Поттера. Это опять же я. Марафон Макса Пейна тоже я. Опасный вот это вот очень опасный этот вариант этого. Уж лучше просто, не знаю, Макс Пейн 3, короче, напишу. Макс Пейн 3. Или все-таки первую, вторую пройти придется. Короче, Макс Пейн 1, допустим, напишу. Так, проект Иги. Проект Иги кто же заказывал? Осман. From Turkish. Так, сделаем. Проект Иги кто? Кар? Ятрок? Кар, ты заказывал вора, да, по-моему? Или что? Скажи мне, скажи. SX. SX. Так, Octodad тогда точно заказывал Ятрок. Так, Иги кто заказывал? А подожди. Octodad, по-моему. Док, а ты что заказывал? Докер. Блин, а чё с музыкой-то, серьезно? Док. Док. Ладно, Док молчит. Блин, проект Иги, но не помню кто. Блин. С теми условиями ролла, которые сейчас существуют, этому человеку выгоднее молчать. Сука, блин. Если заморочиться, прям типа по записям искать, то я, конечно же, найду, кто это говорил. Ну а так... Похуй. Сделай кому-то подарок. Подожди, ну... Или это был тоже Ятрок, или... А, нет, это походу был Рип. Рип ЕКТ. Рип ЕКТ, вспомнил. Все. Список есть. Да, сохранить. Теперь дальше, как я это делаю обычно. Так, Google документы. Короче, вот сюда захожу. Закидываю сюда. Да. Обновляем список. Ну и где он? А вот он. А, подожди, они вносятся изменения сами, что ли?
просто обновленный список, что ли, вести надо? Подожди-ка. Чисто хочу затестить. Нолан Д. Сохранить. Да, прикольно. О, теперь я знаю, как делать. Так. Подожди. Версия 4. Ага, все. Копировать ссылку. Редактировать. Вот и все. Обновленный список у вас в вашем, так сказать, для вашего пользования готов. Mixfire на первом месте. Шутка. Это у меня и что вот через ноутбук включено аккаунт жены. Так. Мера, кстати, пропал куда-то. Давно я не видел. Скар на 4-м. Скоро будет 3-й уже. Дэн частенько заходит. Док в последнее время сдает позиции. Это да. Рип скоро ворвется в топы. Так, рестримбота надо бы... Блин, почему рестримбот у меня вообще этого... Как-то там делал я. Ладно, этим рестримботом займусь позже. Как-то я вот чистил уровни. Жестко чистил. Lazy Cat. Вот есть такие люди, которые вот просто они заходят и молчат просто. Не знаю. Вот. Прищепка. Тоже так заходил, смотрел. Это, видимо, какие-то такие рандомычи. Ну да, просто люди, которые заходят и не подписываются. Просто типа ансабы, так сказать. Анфоловычи. Репликатор, низом. Да. Mixfire на первом месте. Так. У меня еще, оказывается, есть диджей. Ладно, это потом. Так, вот тут еще. Кстати, моя старая страница ВК почему-то... Ну, не знаю, я вообще не могу туда зайти никак. Изи топ-1. Да. Блин, а что я его выключил-то, кажется. Вот такие вот дела. Ладно. Так. Что я еще хотел сделать-то? Да. Не, вот такой вот еще херню я страдаю. Какой браузер? Это Яндекс, кстати. Яндекс браузер очень даже неплох. Вот думаете, что он, блин, дерьмо полное. А он вообще память не жрет, ничего не это. Просто его настроить надо под себя и все. И он хорошо работает, в принципе. Самое удивительное, что это как бы... Я вот никогда не думал, что я буду пользоваться Яндекс браузером, но он оказался самым лучшим среди всех. Google Chrome, он, конечно, нормальный, быстрый, но только жрет память вот просто пиздец. Там есть список логинов для сайтов. Список логинов для сайтов. Но он сам сохраняет все дерьмо, да? Да, он такое делает. Так. Болтаем и чилим.
Кстати, у меня какой язык стоит на этом? Язык, трансляция, прочее. Вот чисто ради эксперимента я ставил на прочее. Ну, в плане того, чтобы просто там типа любые заходили. Англоязычные люди и тому прочее. У меня лисица, я когда забываю, захожу, смотрю, какие логины на сайты, там пароли отображаются. Пароли отображаются прям. Прям вот так вот просто. Нихуя опасно. Надо будет запомнить, не пользоваться лисой. Ничего себе. Опасненько. Эх, когда же меня разбанят на ёбаном ютубе? В гугле тоже есть список паролей. Как? Куда, интересно, заходить? Сейчас, подождите-ка. Сейчас быстренько проверю. Так, она пропала? Да, пропала. Хорошо. Так, пароли и карта. Просто нажимаю, понял. Так, ладно, логины видно. Логины видно. Но остального нет. Так, пароли без тегов. Банковская карта. Нет. Палевно, блять, местами. Мой номер телефона еще палится там. О, сука. Просто туда не стоит заходить во время стрима и все. В этом смысле. А прикол в том, что я просто все пароли туда вводил. Все всевозможные. Потом еще эту херню делал, там типа если вы забыли пароль там и прочее. Один хер. Ничего не получилось вообще. Так, Жокер. Так, посмотрим, что там Жокер творится. Ничего. Ничего не написали. Выдвигаем шамана на премию. Чего, блядь? Якутянин 2019 года. Слишком часто забываю по пароль, поэтому эта функция мне помогает. Крайняя счета. Доходы ниже промежуточного минимума. Вот это я. Крайняя счета. У меня доходов вообще нет, по сути. Так что это... У меня даже не крайняя нищета, а просто бездонная нищета. А хотя, подожди, у нас есть пособие. Ну да, крайняя нищета, да. Сверхбогат. А, раньше я кем был? Ой, блин, а раньше я был состоятельным человеком. Ебать, я был состоятельным человеком. Пиздец. Пиздец. Отказался от богатств, дабы не быть рабом. Бинго. Реклама Инстаграм. Подключил еще Касперский паспорт. Менеджер. Жаль, в обычной версии только 15 сайтов можно хранить. Бунтар Лив. Last Christmas gave me my heart. У нас очень большие проблемы с молодежью. Наши детей воспитывают гаджеты. Тоже из Николаев. Нормально. Фига он там устроился. По видеозвонку типа звонят до челиком.
Табун лошадей зимуют в Якутске, поедая отходы от мусорных баков. Делайте из меня свою закуску. Сиди поесть заказать, что медведь спит, смотри. Вот это вот смешно. Это да. Вот это вот очень даже классно. Медведь спит, смотри. Просто. А за что ее чуть не выгнали? Интересно. На очередном заседании ЛТМН министр предпринимательства Ринус представил законодательную инициативу правительства республики. Еще идет внесение поправок в закон об установлении дополнительных ограничений времени в условиях мест розничной продажи алкоголя. Министру пришлось непросто. Во время выступления возникла дискуссия у депутата. Явно не понравилось безмятежной Ирины Высоких, жизнерадостно утверждающей о том, что ничего по сути не изменится. Этот закон просто приводит наш республиканский закон в соответствии с федеральным, отметила. Чтобы решить проблему в ЖКФ, нужно принимать соответствующий федеральный закон. На сегодняшний день мы не имеем права этого делать. На уровне республики мы никаких ограничений не можем вести. Если обращается предприниматель из трезвого села, где вообще запрещен алкоголь, мы не имеем права отказать ему в выдаче лицензии, потому что есть федеральный закон. Это глобальная проблема, которую нужно решать на уровне нашей страны. Таким образом, инициатива муниципалитетов о запрете алкоголя сводится на нет. Да, конечно, никто не запрещает предпринимателям из трезвых сел обращаться за лицензией. Если мы им откажем, то нарушим закон. Прокуратура и суд будет на стороне предпринимателей. Только что провели ликвидацию безграмотности для предпринимателей, которые могут только начать продавать в трезвых селах алкогольную продукцию. Вы чьи интересы сейчас попытались пролоббировать? Поинтересовался Петр Амосов. Я бы попросил вас не обвинять. Предприниматели обращаются регулярно. Ирина Высокий повысила голос, немедленно нарвалась на замечание. Прошу вас то умерить, сделал замечание председатель ЛТМН Петр Гоголев. Сейчас мы вас выгоним, понимаете? Обиделся Амосов. Спор вступил Михаил Эверстов. Вообще не понимаю поведение министра. Голос повышает, нравоучение, там министр все ведет себя неправильно. Позже он поинтересовался Высоким. Можете назвать трезвые села, из которых обращались за лицензией за продажу алкоголя, сколько было предоставлено прокуратура. Официально не отказывала, Ирина Высоких не могла назвать такие села. Вообще не понимаю, почему вы тут перед нами выступаете и говорите какие-то общие слова. Подытожил Эверстов. В результате по итогам голосования алкогольные поправки были отклонены. Виктор Федоров поручил профильному комитету ЛТМН инициировать внесение изменений в федеральный закон по регулированию ограничений по реализации алкогольной продукции в сфере общественного питания по передаче этих поручений на уровень субъектов. Интересно, что покинул зал заседания, на что спикер принять во внимание, что свободное хождение во время заседания запрещено, покидать зал можно только с ведомым представителем. Ебать. Постановление правительства подписано председателем правительства Республики Саха-Якутия Владимиром Викторовичем Солодом. Готова ответить на ваши вопросы. Коллеги, прошу записаться на вопросы. Записались народные депутаты Христофорова Мария Николаевна, Николаев Андрей Юрьевич, Алексеев Гаврил Николаевич, Амосов Петр Ивольдович, Голомарева Елена Христофорова. Несовершенны, и поэтому по закону, потому что на уровне субъекта мы, к сожалению, никаких ограничений сделать не можем. И на сегодняшний день, вот то, что мы сейчас приводим, может быть, я даже сниму вопросы, которые появились у уважаемых народных депутатов, на сегодняшний день, если, допустим, к нам обращаются предприниматели, которые занимаются общественным питанием из трезвого села, где вообще запрещен алкоголь, мы не имеем права, как субъект, отказать ему в выдаче лицензии, потому что есть федеральный закон. Например, доходы бюджета. Какие ожидаются доходы и разовьется ли предпринимательство, если мы примем такой закон, и сколько предприятий общепита ринутся в эти трезвые районы? Нет, у нас, еще раз повторяю, ничего не изменится по сути. То есть сутевая часть не меняется. Мы просто приводим наш закон в соответствии с федеральным. Сейчас на уровне трезвых сел ничто не запрещает предпринимателям обращаться за лицензией. И если мы им откажем, а хотя федеральный закон им разрешает ее получать, мы нарушим тем самым закон. И прокуратура, и суд будут на стороне предпринимателя в этом случае.
А мы, как Это Александр правительство, Жирков был, да? ну, нарушим, по сути, как бы федеральное законодательство. По сути, ничего не меняется. Мы просто приводим закон в соответствии с федеральному. Дополнительных доходов, значит, не ожидается. Ничего. Ну, мы со всех курирующих министерств запросили соответствующие, сделали запросы, мы согласованы без замечаний, поэтому никаких дополнительных доходов тут или расходов не будет. Так, до того, как мы приступим к голосованию, я прошу мандатную регламентную комиссию принять во внимание, что согласно регламенту свободное хождение во время пленарного заседания запрещено без разрешения председательствующего. Прошу разобраться. Так, прошу включить микрофон народному депутату Амосову Петру Револьдовичу. Спасибо. Вот Петр Гуков сидит. Ирина Сергеевна, вы, по сути дела, да, вот сейчас провели ликвидацию безграмотности для того, кто был не осведомлен со стороны предпринимателей, а вы им открыли дверь, что мы, оказывается, где-то сделали, ну, такую правовую коллизию, что, да, ну, не знали, да и не знали, ну, а вы вот Как он головой вертит. открываете двери для того, чтобы те начали продавать в наших трезвых селах алкогольную продукцию. Понимаете, в чем дело? Если вот вы, сейчас я доведу вопрос, да, вот если вы внесли бы вопрос, да, в урегулировании, так как это предприниматели речного транспорта Ирбис, который доводит до 2000 рублей иногда одна перевозка, да, или тем же предпринимателям какие-то преференции в отношении электричества, да, тарифов, удешевления, тогда, может быть, какие-то производственные эти вопросы начали бы развиваться. Вопрос это весь в тарифах, тот же бензин, солярка, очень дорогие они все. А теперь вопрос. Вот как правительство, как исполнительная власть, вы сейчас, находя коллизию, вот то, что упустил, ну, может быть, спецом умалчивал же, вы чьи интересы сейчас попытались пролоббировать? Ну, я бы попросила вас не обвинять меня в таких Я вещах, не потому обвиняю, что у нас просто было проведено... Лежал, молчал закон. Нет, я сейчас имею же право вам ответить тоже, да? У нас предприниматели, вы очень знаю, что недооцениваете предпринимателей. Предприниматели обращаются регулярно, и предприниматели говорят о том, что нарушаются их права. И на сегодняшний день, действительно, вы мне сейчас говорите, чтобы я что-то умалчивала. Ирина Сергеевна, я прошу да. ваш тон умерить. Да. Да, Угу. и не комментировать народного Сейчас депутата. мы вас выгоним, понимаете? Я отвечаю вам. Я могу сейчас ответить или нет? Я отвечаю, что на сегодняшний день это не так. Что я на сегодняшний день не лоббирую ничьи интересы, я пытаюсь привести закон в соответствии к федеральному. На сегодняшний вы, день, а не правительство, получается. на сегодняшний день Михаил у нас закон Михаил Ильич, я не прошу с соответствует места. федеральному. На сегодняшний день. Это факт. Вообще Тут нет бардак никакой какой-то. коллизии. Мы это все знаем. Коллеги, давайте успокоимся. Мы Ирина это все Сергеевна, знаем. второе Все с места замечание. кричат, там Ирина туда-сюда. Сергеевна, мы это все знаем. А вот Понимаете? ей там И это правительство договорить не знало, дают. И это правительство знает прекрасно, что лежал закон, молчал, спал, скажем так. Ну, да? чисто в А мы плане сделали, порядка делаем что-то вот с не трибуны парламента, провели ликбез в отношении, пожалуйста, продавайте в столовых или в кафешках тоже алкогольную продукцию. Петр Правильно? Иванович, Может, я кто-то прошу не знал. задавать вопросы. Мы еще не дошли до выступлений. Поэтому вот все-таки каким-то образом, вы, например, человек, который курирует предпринимательство, вы каким образом можете нам проконсультировать или посоветовать, чтобы вот этот закон дальше спал? Я вам, когда отвечала непосредственно Марине Николаевне, уже ответила, по сути, на этот вопрос. Чтобы нам снять вообще проблему по ЖКФшкам, наливайкам, называйте как хотите, мне они тоже не нравятся. Нам нужно проработать на уровне страны, то есть помочь, допустим, той же Удмуртии, которая вносит хороший законопроект, объединиться, объединить усилия Министерства предпринимательства, объединить усилия народных депутатов и вместе доработать этот закон, чтобы у нас вопросов таких не возникало. Вы, к Так, сожалению... спасибо, да. Ирина Сергеевна. Ирина Сергеевна, я напоминаю вам, вы представляете правительство Республики Саха-Якутия. Мне нравится, ему не нравится, здесь неуместно. Хорошо, извините. Прошу включить микрофон народному депутату Христофоровой Марии Николаевне по ведению. Да, я хотела бы, Петр Васильевич, спасибо. Хотела бы попросить коллег чисто по существу, давайте законопроекта зададим вопрос, потому что у нас повестка такая насыщенная. Спасибо. По ведению прошу включить микрофон народному депутату Эверстову Михаилу Ильичу.
уважаемый Петр Васильевич, уважаемые народные депутаты, приглашенные. Я хотел бы обратиться по ведению нашего совещания. Я вообще вот как депутат, опытный депутат, вообще не понимаю поведения министра нашего правительства. Голос повышает, какие-то там нравоучения там. Министр ведет себя неправильно, Петр Васильевич. Поэтому я очень прошу вас, как председателя, вмешиваться. Да, может, по делу как-то поговорите. Прошу включить микрофон для вопроса народному депутату Голомаревой Елене Христофоровне. Уважаемая Ирина Сергеевна, вы сказали, что перед тем, как проект подготовить, провели мониторинг. И вот нас интересует, какое вот отношение местного населения к этим изменениям. Положительное, неположительное. Но что говорит мониторинг у вас? Уважаемая Елена Христофоровна, оценка регулирующего воздействия проводится среди общественных организаций предпринимателей, то есть предпринимательского сообщества. По закону мы должны проводить ОРВ. ОРВ проведено, получено положительное заключение от наших общественных организаций, которые заняты непосредственно предпринимательской деятельностью. Это «Опора России», например, «Деловая Россия» и так далее. А в «Опору России», «Деловая Россия» входят представители практически всех районов нашей республики. И координационный совет тоже, в том числе Арктика. Ну, то есть это же общественно... По ОРВ у нас данные в открытом доступе. Так, подождите, получается... Не, ну наши отклонили, да, в принципе? Ну, ясно. Вообще хотели же это, да, получается? Чтоб с 10 до 10 продажа была. И... получается, вот министр, она... нашего правительства... Ирина Высоких выступал за, получается, за этот законопроект. Не, ну это, конечно, хреново. Преступление подскочит пиздец, мне кажется, потом. Если увеличит время. Интересно. Кино, Центральный театр. Ну, этот билборд, он очень такой ублюдский, на самом деле. Уж лучше бы его убрали, вот так вот выглядело бы. Нормально. Что там увеличат? Короче, время. У нас вот в Якутске продажа алкоголя у нас же получается только с 2 часов дня до 8 часов вечера. Типа. И там вот министр, получается, нашего правительства Республики Саха-Якутия, короче, выступала за то, чтобы увеличить это время, чтобы просто перейти на федеральный уровень. Этот вот, ну, закон ограничения, чтобы были федерального уровня просто. Чтобы с 10 до 10 там продажа велась алкоголя. И я думаю, то, что типа эта хрень, ну, типа не очень хорошо. Потому что у нас так не очень с этими алкашами, бомжами. Так, после этого увеличения времени, мне кажется, пипец тут начнется. Не то, что прям жопа-жопа, но участятся преступления, мне кажется, пиздецки. Очень сильно участятся. Жестко участятся. Это плохо. Но вот в том видео, которое мы недавно смотрели, там просто, ну, вот что хорошо депутаты отказали ей. Ну, также есть и другие способы там продаж. Она тупо взяла и, короче, можно сказать, своими вот этим вот выступлением намекнула всем предпринимателям то, что им отказать в выдаче
лицензии на продажу алкоголя. Вот предприниматели, которые занимаются продажей, ну, у которых есть кафешки, там, типа вот столовые и тому прочее. Ну, короче, обходят законы всякие разные ребята. Там, например, есть такая вот магазин «Солнечная Тоймада», магазин продуктовый. И они там, получается, там, где вот продажа алкоголя, они сделали из него типа кафешку. Ну, тупо кафешку там просто. На самом деле не кафе, конечно, но в кавычках, юридически. И по формально там типа это кафе. Ну там типа стулья поставили, столики маленькие, за которыми никто обычно не сидит. И типа барную стойку там. Но это очень в узком помещении. И это тупо, ну на самом деле просто магазинчик по продаже алкоголя, у которого нет вообще таких вот ограничений по продаже алкоголя. То есть они могут продавать алкоголь нон-стоп. И получается, вот она, вот Ирина Высоких, дала вот просто таким вот предпринимателям совет, так сказать, намек на то, что вы можете такое сделать, и у вас, типа, ну, вам ответить, точнее, вам запретить продавать алкоголь не могут, если вы, ну, как бы, после того, как вы получите лицензию, которую вам, типа, тоже выдадут, типа. Ну, короче, они не могут не отдать лицензию по выдаче, по продаже алкоголя. Да, таких мест до хера. Якутский рэп, шаман Александр Воин. Нет, не хочу. После протрезвления женщина сообщила про пропаже 6-летнего сына из оленеводческого стойбища. Ну, вот такая вот хуйня тоже, вот видите. Это вообще где-то далеко. Тампонский полицейский проводится проверка по сообщению 11 декабря на личный номер начальника службы честь школах уполномоченных полиции и подразделение по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Тампонскому району поступил тревожный звонок. Так, работник администрации сообщил, что недалеко от метеостанции Восточной, находящейся на границе американским районом, вероятно, погиб ребенок. Участковый срочно позвонил в метеостанцию и выяснил, что около 5 утра к ним прибежала заплаканная женщина с ближайшего ленивоческого стойбища и попросила помощи родственникам потерявшегося 6-летнего сына. 6 работников метеостанции выдвинулась на поиски мальчика, а одна из работниц сообщила в администрацию. Осталось... Да. Сообщил в районную администрацию и оставался на связи. Получив информацию, участковый полномоченный полиции немедленно проинформировал случившуюся дежурную часть. На место происшествия расположенное... Следственный комитет работал. И полиция. Так, также с правоохранителем выехали сотрудники районной администрации из населенного пункта Теплый Ключ. В оленеводческое стадо вы были направлены на Так, про пожары ребенка. Да. Прибыв на место, следственная оперативная группа опросила 37-летнюю мать для уточнения обстоятельств пропажи малолетнего сына. Выяснилось, что отсутствие ребенка в кочевье женщина обнаружила после протрезвления, которому предшествовало 2 суток с 5 спиртных напитков. Большое количество приданных на помощь правоохранительных органов, сил в лице дорожных работников и сотрудников метеостанции прочесывали склоны ближайших гор и тайги. Пробирались к каждому предмету отдаленному, похожему на силуэт лежащего на снегу ребенка. И в ходе опроса мать осенили смутные воспоминания прошедших 2 дней. Она вспомнила, что стойбище, кажется, навещал ее родственник. Полицейские связались с ней другим оленеводческим хозяйством и выяснили, что, к счастью, что ребенок находится там. О, слава богу, блядь. Это пиздец. Но в настоящее время мальчик направлен в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Ну, пиздец, все. Лишат его политических прав. В отношении матери проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления. Да, статья 156 неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ну, да. В такие места, блин, прям заказывают. Прям самолетами их возят алкоголь.
Правда, в таких кафешках у нас мало толку. Алкомаркеты и так продают с 80 до 22. Ну да. Это и не ограничением не назовешь на самом деле. Ну, так оно и есть. Это тупо не ограничение. Ты просто проснешься в 10 и так, возможно, даже в обед. И так пойдешь покупать. Ну вот то, что ты вот, например, ну вот то, что ограничение в 8 часов вечера, это вот чувствуется прям реально. Типа, ты сидишь такой, смотришь на время, типа, блядь, 8 часов уже наступают. Идти, не идти, и потом ты такой, по итогу, и не идешь. Или такой сидишь, играешь, и там уже 8 часов вечера наступил, такой, ёб твою мать. Буякутян. Ответил хейтером. Неинтересно. 7 мужчин жестоко избили 18-летнюю девушку, приняв ее за лесбиянку. Ебать, я осуждаю. За что? Так, перед этим мужчина оскорблял лысых, и 3 ее подруг также пытались отобрать у девушек кошельки и телефон. А, обычные гопники, блядь, ёбаные. Так, они пришли мимо нас, а потом вернулись и шли сзади. Некоторое время мы подумали, что это из-за девочек, у них своеобразный стиль. Короткие стрижки, пацанская одежда, и мы подумали, ну ладно, они сначала начали вопросы задавать: вы лесбиянки, давайте мы вам покажем, как надо заниматься, сами понимаете, чем. Потом они нас разъединили, каждый по отдельности начали что-то говорить, сказала одна из девушек. Начали оскорблять нас в грубой форме из-за того, что у девочек своеобразный вид. Начались обзывания типа «вы что, лесбиянки?» Они подходили слишком близко, спрашивали нас, что в карманах. Так, перекрывали ходы. В итоге нам удалось все-таки бежать в какую-то кофейню, попытался вызвать охрану, но не успела, сказала пострадавшая женщина. Алина рассказала, что в кофейне одна из ее подруг попыталась достать перцовый баллончик, из-за чего один из мужчин ударил ее в лицо. После этого 18-летняя Екатерина Лысых побежала за ними, по словам ее подруги, чтобы узнать, зачем они так делают. Тогда Екатерину ударили несколько раз по лицу, несколько по лицу, виску и голове, рассказывает она. Мужчины убежали, отметила она. Екатерину увезли из кофейни в больницу, диагностировали сотрясение мозга, на следующий день его выписали домой. Пришлось зашивать губу, из-за шока она не помнит часть произошедшего, девушки собираются обратиться в полицию. Да. Грета Тунберг. Это да. Грета Тунберг. Личность кода. Блин, вот она жесткую хрень, конечно, творит. I see myself as one out of millions in this movement. Can I have a hug? People look up. Да. Европа же уже начинает вот по ее этим рекомендациям начинают жить потихой. Типа не кушать мясо и все такое. Ну, наше поколение-то, скорее всего, будет кушать мясо, конечно же, но последующие, типа, благодаря ей, скорее всего, уже не будут. Такие вот мысли были. Такие, точнее,
текста писались о ее деятельности. Рэп-исполнительница Якутии. I don't dance now, I make money moves. But then again, I dance, I make money move. If I say don't speak, damn it, I don't dance with you. I'm a boss, so will walk a bit. I make money move. I don't dance now, I make money moves. So then again, Ясно. Ясно. Она единственная такая. Ну, она единственная такая, которую вот так вот сняли и типа, ну, таких дохуя, просто дохуя. Со мной вот в больнице, когда мы лежали, была подобная, короче. Только она ТикТок снимала. Ну и была более скромной, конечно же. Уже если они сейчас любят ТикТок снимать, это пипец. А, 19-летняя украинка продает девственность за 7 миллионов рублей. Hello, my name is Katya. I am originally from the Ukraine, but I now live in the United States. I can speak English, Ukrainian, and some Russian. The reason that I want to sell my virginity on Cinderella Escorts is because I would like to travel, experience luxury, and live my life and be happy. At the end of the day, this is my body, this is my choice, and this is what I've decided to do. Ну, хуй знает. 100 тысяч евро за девственность на возможен торг. Катя также хочет найти спонсора, который будет предоставлять ей по 10 тысяч евро в месяц. Но такие придурки найдутся, я думаю. Могут найтись. Могут найтись. Но процент очень маленький. Обещали народ 2 миллиарда, а получил Алмаз Аркенбанк 400 миллионов. Это наш мэр, кстати. В пизду. Считать еще будем чужие деньги. Так, чё, сука, с музыкой? А, он вообще вырубился, что ли? Нет? Gonna let it ride out. Не, стоп, режиссер Костас Марсан. Опять зуб. Вулкан. Да, кстати, есть такой еще чувак по имени Ринго. У нас в Якутске. Вот он еще, в принципе, какой-то контент делает. Ну, видео пилит. Я вот все хочу видео запилить, но моя лень тупо не позволяет. РДР, подожди-ка. Бля, чувак.
Ну, типа вулкан круче, да? Ну да. Он стримы там делает, там прочее. Хм. Бездомных собак Якутска ждут в Москве. Э. 13 взрослых заболели корью в Якутии. Пиздец. Вот это, кстати, наши топовые дома в Якутске. Тупо топовые. Ипотека по 2% или почему нет рефинансирования? Напротив рынка Майнтах открылось маленькое кафе с местной кухней. Надо будет как-нибудь заехать и попробовать. Олтар дыраволорун короче каракай реклама жеп курдук. Бу Майнтах турар де. Ол утары бу ием туга турар бу. Кафешката Резинского 37 ден хап. Онна бу памятим көрәде улар. Туманлык ча нормально. Саңа бүгін алынылар. Он кафешку рекламирует просто. Второй изменение он нахманных баратава. Кафе его матери. Он снимает. Снимали на калькуляторе из этого же кафе. Пухляш всю ночь с рекламу заливал. Дешевую рекламу шаурмы. И цены конские. Да. Путин обвинял Ленина в подрыве российской государственности. Промолчим. Вот он у нас очень популярный, шаман Александр. Чуть ли не каждая страница с ним. Душевская хуйня. Ладно. Тут с новостями все. Блин, нарезать хайла это по-нормальному. Так, все нормально. Ебать, громко, кстати, было. Так. Overlord у меня кончился вообще рано. Потом этот блядский Overwatch. Жестко меня унизили в этом Overwatch. Что аж пришлось удалить по этому Overwatch.
Что-то ты прошляпил момент смерти. Ладно. Ни хрена там. Так, подожди. Там уже прям смотрим, что ли, в некоторых моментах. Жизнь мне сон клонит. Отдай ребенка, Манда. Ходил своими снами. Этого еще не кровавые дороги. Но кто точно есть, я не вот хер знает. Он прям был готов. Жизнь горит. Нормально. Сказать. Угу. На что? Вами прям за. Делаю. Здоровье и бронь. Что? Давай. Они появились. Лагерь рабов. Ай. Ладно. Завтра продолжим. Не знаю. Нахер, короче, устал я.
Ого. Хотя нет, не важно. Я правильно. Фу. Говно тупого говна. Дети, не ешьте говно.